Каждое утро в летной академии имени Дугласа в городе Колорадо-Спрингс начиналось одинаково. Тишину рассвета нарушал ритмичный скрип швабры по плитке длинных коридоров. В этом полуразрушенном здании с высокими потолками и флагами на стенах работал пожилой мужчина по имени Ричард Мур, которого курсанты в шутку называли Дедом Веником. Он носил выцветшую форму без знаков различия, двигался медленно, но с каким-то упрямым достоинством. Для большинства учеников он был незаметен. Особенно для Тайлера Грейсона, перспективного курсанта с идеальными оценками и отцом-авиагенералом. Тайлер вместе со своей компанией нередко подкидывал старику мусор, оставлял издевательские стикеры и насмехался на бегу. Ричард не реагировал. Он просто продолжал убирать, как будто затирал следы чужой гордыни. Он молчаливо исчезал за углами до того, как наступал день. Лишь одна девушка по имени Эмбер Уотсон, тихая курсантка из пригорода, обращала внимание на детали. Она замечала, как Ричард всякий раз останавливался у стены памяти галереи старых фотографий, где запечатлены герои воздушных операций. Его взгляд неизменно задерживался на одной потертой фотографии: обугленный вертолет на фоне закатного неба и фигура молодого пилота с бинтом на плече. Эмбер чувствовала, у этого незаметного человека было прошлое, которое он не спешил раскрывать. Перелом произошел в день, когда в академию прибыл генерал Кларк Бёнери, легендарный ветеран войн на Ближнем Востоке. Все ожидали его торжественной речи в актовом зале. Но, пройдя мимо трибуны, генерал остановился. У уборщика, сняв фуражку, он отдал честь. Зал замер. Генерал произнес, чтобы все слышали: перед ними капитан Ричард Мур, человек, который под огнем, будучи тяжело раненым, эвакуировал из горящего ущелья целый отряд. Благодаря ему, сказал Бёнери, живы десятки солдат, включая его самого. Молчание повисло над залом. Те, кто еще вчера смеялся, теперь стояли по стойке смирно. Один за другим курсанты отдавали честь. Даже Тайлер, опустив глаза, пробормотал едва слышное извинение, которое не требовало ответа. Ричард не произнес ни пафосной речи, ни упрека. Он лишь тихо сказал, глядя куда-то вдаль: уважение не выдают вместе с медалями. Оно проявляется в поступках, особенно тогда, когда никто не смотрит. С того дня жизнь Академии изменилась. Эмбер написала очерк о Ричарде, который позже опубликовали в Центральном армейском журнале. А на фотографии, у которой он так часто останавливался, появилась подпись: «Капитан Ричард Мур, герой операции «Горный заслон». Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.